Людмила Жук называет себя человеком практичным, приземленным. Говорит, ни в какие НЛО не верила, пока сама не увидела неизвестный объект из своего окна. Сперва заметила в небе яркую точку, которая быстро стала приближаться. Женщина подумала, что падает горящий самолет. Когда я поняла, что это не самолет, прямо надо мной прошло, в общем, это такое, как вам сказать, сигарообразное такое тело, но оно сверкало все, как внутри взорвался фейерверк. Может, вертолет? Нет, это, вы знаете, все равно был бы какой-то звук, все равно были бы какие-то катафоты, огни, но это было без ничего. История Людмилы – один из тех редких случаев, когда объяснить увиденное с точки зрения науки трудно, говорят исследователи аномальных явлений. В Харьковском планетарии свидетельств наблюдения НЛО сотни. Специалисты систематизируют рассказы очевидцев, отбирают по-настоящему непонятные. Это очень маленький процент, я подчеркиваю, чтобы не было каких-то излишних сенсаций. Это представляет объективные научные интересы. Это случаи аномальные, они не вписываются ни в одни рамки. Приходят свидетели необъяснимого и к ученым. Сотрудники НИИ астрономии регулярно общаются с людьми, которые утверждают, что видели НЛО. Но, разводит руками профессор Юрий Шкуратов, чаще всего неизвестные объекты объясняются просто. Иногда прожекторный луч может так на облако спроектироваться, что вы видите диффузное пятно. Что касается астрономических светил, то они тоже могут быть близко к горизонту, приняты за что-то такое необычное. Тот же Юпитер довольно яркий бывает, или Венера. В списке объектов, которые часто путают с НЛО, и посадочные огни самолетов, и радиоуправляемые модели, и воздушные шары. Вот такие небесные фонарики очень часто принимают за НЛО. На большой высоте их медленное парение и яркий блеск можно принять за аномальное явление, хотя, впрочем, имеющие вполне земное происхождение. Но все же ученые признают, есть случаи, которые наука объяснить не в силах. Такие явления станут темой исследований для будущих поколений. Но дело в том, что наука движется аномалиями. Если бы не было загадок, науки бы тоже не было. Уже мы проникаем во Вселенную, чем дальше уходим от Земли, тем больше загадок. Возможно, когда-нибудь то, о чем знают сегодняшние жители Земли, пригодится тем ученым, которые через десятки или сотни лет наконец-то раскроют тайну. Пока же все тщательно отобранные по достоверности случаи наблюдения НЛО в планетарии вносят в единую базу. Из сотен рассказов в нее попали пока лишь только несколько десятков свидетельств. Андрей Кравченко, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».